Ночная саванна дышала жаром и шорохом. Вдали, где темнела линия акаций, слышались привычные звуки. Насекомые скрипели, где-то ухал совиный филин, и лишь изредка ночной воздух рвал пронзительный жалобный крик. Крик, который не принадлежал ни птице, ни антилопе. Это было мяукание хрупкого существа. Маленького львенка, которому едва исполнились 3 недели. Он весил всего 2 килограмма и был белым. Такой окрас в дикой природе здесь приговор. Каштановые травы, нотки заката и приглушенная зелень кустов не скрывают белый мех. Мать-львица, оценивая риск, отвернулась. Инстинкт у нее был строг. Выживание прайда важнее одного белого детеныша, чей контраст с окружением делает его легкой добычей для хищников и падальщиков. Она ушла, оставив маленькое существо одно на голодной поляне. Ветер подхватил его крик и унес далеко, пока его не услышал человек, который всю жизнь посвятил любви к большим кашкам и их защите. Доктор Хендрик ван дер Мерве патрулировал заповедник «Львиное сердце» в ту ночь. Ему тогда казалось, что это может быть кусок тряпки или иная мелочь, пока слабый писк не заставил его остановиться и вглядываться в темноту. Он присел и в луче фонаря увидел мокрую, дрожащую комочку меха, белого, почти нереального в этой темной пустоте. Сердце Хендрика сжалось. Маленький лев смотрел на него янтарными глазами, полными беспомощности. Правила заповедника были строги. Минимальное вмешательство в естественные процессы, не нарушать круг жизни. Но перед ним лежало живое, дышащее создание, вырванное из материной заботы и обреченное на верную смерть, если его не спасти. Хендрик колебался секунду, затем принял решение, которое в корне противоречило бюрократии. Он возьмет на себя ответственность. Связавшись с ассистенткой Марией, он организовал экстренную эвакуацию львенка в ближайший фургон, обмотал его теплой тканью и укрыл в наполненной сеном коробке. Заповедник был спроектирован так, чтобы максимально снизить влияние человека на фауну. Но у Хендрика, кроме строгого профессионализма, была еще и собственная семья. 2 собаки, Тора и Луна. Они жили с ним в сторожке, сопровождали на патрулях и повседневно помогали держать порядок. Тор – высокий и уверенный ротвейлер. Альфа по всем признакам. Стальной взгляд, уверенная походка, спокойствие, которое передается всякому, кто рядом. Луна более мягкая, но не менее властная. Бета, которая знала, когда быть строгой, а когда нежной. Собаки сразу же ощутили запах нового существа. Они подошли осторожно, обнюхали коробку, лизнув ребенка, как будто подтверждая, что это не угроза. Луна начала тереть мордочку о хрупкое тельце, убирая засохшую кровь и корочки вокруг глаз. Тор маркировал пространство, оставляя свой запах как знак того, что теперь это их обязанность присматривать. С первого же дня они приняли львенка, которого впоследствии назовут Атлас, в свою странную, но прочную семью. Хендрик кормил маленького смесью каждые 2 часа, согревал его ночью под лампой, документировал вес, температуру, каждое малейшее движение. Тор и Луна согревали его телом, укладываясь рядом, словно 2 больших платка защиты. К концу первой недели вес Атласа вырос, и он стал пытаться ползать, исследуя мир через щупальца лап. Его шерсть в местах становилась более густой, а янтарные глаза – глубже. Собаки взяли на себя роль учителей. Они показывали границы игры, правила пасти, силу и нежность. Первое истинное обучение пришло в форме явных границ. Атлас, будучи львенком, пытался укусить Луну за ухо, не понимая силы своей пасти. Луна отреагировала резким лаем и легким прижимом морды, демонстрируя, что так делать нельзя.
Атлас поджал голову, а Тор одобрительно рыкнул, подтверждая установившийся порядок. Эти простые жесткие уроки стали для него уроками любви. Через границы он узнал заботу, через запреты здесь запреты доверия. Луна, мягкая, но строгая наставница, придавливала его, когда его сила становилась неуместной. Тор, безукоризненный судья, проверял, не желает ли юный лев занять место слишком высокого ранга. К 3 месяцам Атлас уже был физически внушителен. Он весил 15 килограммов. Его молочные зубы начали сменяться взрослыми клыками. Иерархия в этой необычной стае стала очевидной. Тор, Альфа, Луна, Бета, Атлас, Омега. Но Омега — это не слабость. Омега — это роль приносителя теплой скатерти, источник мягкости, которую принимают старшие. Атлас учился видеть это, усваивая, что место в социальной структуре не наказание, а цель, которая сохраняет мир. Были моменты, когда его дикий инстинкт рвался на поверхность. Однажды он не захотел отдавать игрушку и зарылся в нее зубами. Тор подошел, показал силу, и Атлас опустился, поняв: мир на этой территории поддерживается не страхом, а последовательностью действий. Хендрик наблюдал эти сцены в тишине, иногда с рукой на кармане, где лежал транквилизатор, знак его ответственности за безопасность. Но ему было ясно, это обучение естественное, и оно работало. К 8 месяцам Атлас прибавил колоссально, 60 килограммов, широкие плечи. Когда он проходил рядом с Луной, все понимали, он растет не только в теле, но и в статусе. Его грива, тонкая сначала, начала уплотняться, золотистая и мягкая, словно солнце в осеннем свете. Но несмотря на то, что он мог в любой момент стать угрозой, Атлас оставался покорным Тору и Луне. Он ждал своей очереди за едой, не требовал первого куска, терпеливо ложился сзади в строю патруля, Тор вперед, Луна рядом, Атлас позади. Это было символично. Он учился защищать, но не доминировать. И все же самым удивительным было то, как Атлас стал учителем нежности. Однажды во время игры он случайно порвал кожу Луны, ее лапа пострадала. Тор, вместо того, чтобы воспользоваться ситуацией, дал команду лежать, подошел и начал вылизывать рану. Атлас наблюдал смиренно, а потом сам положил голову на колени у Луны, показывая свою скорбь и участие. После этого он стал осторожнее, научившись не использовать силу просто так. Его движения стали точными, а игра – сдержанной. Он понимал, что его тело – это инструмент, который может дарить тепло, но и приносить вред. К году Атлас весил уже 120 килограммов. Его рост приблизился к человеческому. Окунувшись в мир взрослых, он, тем не менее, сохранял ту детскую доверчивость, которая была основана на любви и воспитании. Тор и Луна мягко поправляли его, если он заходил слишком далеко. Они учили его, что иерархия – это не иерархичность ради власти, а структура ради порядка и безопасности. И тогда пришла новость, которая заставила Хендрика дрожать. Луна была беременна. В заповеднике радость смешалась со страхом. Каждый родитель знает, как инстинкты могут быть непредсказуемы рядом с младенцами. Несмотря на стабильность, которую демонстрировал Атлас, у доктора оставался вопрос, можно ли доверять хищнику с биологической точки зрения, когда речь идет о щенках других видов. Собрание старших сотрудников прошло напряженно. Мария предлагала перестраховаться и разлучить щенков. Джеймс настаивал на обустройстве временного ограждения. Доктор Сара Оканкву, специалист по поведенческой экологии, напомнила всем, что необычные союзы в природе случаются, и что Атлас демонстрировал устойчивое и последовательное поведение по отношению к собакам. Накануне родов Хендрик принял решение оставить все как есть. Довериться тем 3 существам, которые сами создали свою семью за последние 1,5 года.
Роды прошли напряженно в теплую четверговую ночь. Луна спряталась в складском помещении, Тор сторожил вход, а Атлас лежал в нескольких метрах и внимательно следил. 3 часа пролетели как миг, и вскоре в темноте послышались писк и шорох. Щенки родились. Хендрик с ружьем при ногах на случай худшего не мог отвести глаз. Он плакал, потому что видел понятие семьи в чистом виде, животные, которые учатся любить, защищать и принимать. Когда луна вышла наружу, первые щенки послушно исследовали мир. Один из них, названный Болтом, полз прямо к Атласу и забрался под его гриву, словно инстинкт подсказывал: здесь тепло, здесь безопасность. Атлас не отдернул лапу, он аккуратно прикрылся вокруг щенка, создавая живую стену из своего тела. Эта сцена разрывала сердце каждого свидетеля. С того момента Атлас стал не только членом стаи, но и ее хранителем. Он оберегал луны и щенков, становясь живым барьером между миром и их уязвимостью. Когда 5-недельная Фрейя забрела слишком далеко, привлеченная бабочкой, Атлас без долгих раздумий подхватил ее за загривок и вернул в безопасное место, действуя мягко, но твердо. Как та самая львица, которая понимает, что защита потомства им высшая обязанность. Щенки росли быстро. К 3 неделям они уже бегали, исследовали территорию и постоянно возвращались к телу Атласа, засыпая на его боку. Атлас терпел их игры. Лежал неподвижно, позволяя крошечным зубкам и ногам копать в его шерсти, и его терпение было святыней. Когда Зара, 8-недельная непоседа, начала грызть оборудование, Атлас издал тихий предупредительный звук, и щенок немедленно остановился. Тор и Атлас обменялись взглядами, в которых читалась не просто согласованность, а глубокое взаимное уважение. Посетители заповедника приходили и стояли у ограждения, не веря собственным глазам. Большой белый лев, который мог бы считаться хищником по всем книгам природы, стал мягким центром собачьей семьи. Видео оттуда разлетелись в сети, но Хендрик строго ограничивал доступ. Он понимал, что публичность может разрушить хрупкую гармонию. Патрулирование выглядело теперь как ритуал единства. Тор шел в передних рядах, Луна рядом, Атлас следом, а щенки подражали каждой походке. Вечером они укладывались вместе, Тор и Луна на своих местах, щенки рядом, а Атлас, как огромный теплый ковер, располагался вокруг, защищая и согревая. Хендрик делал записи в дневнике, документируя не только поведение, но и ту невидимую ткань доверия, что сплелась между видами. Прошло время. Атлас вырос до 160 килограммов. Его рев мог оглушить на несколько километров, но он ревел редко. Его сила использовалась во благо. Он охранял, успокаивал, учил мягких прикосновений. Биологи спорили, искали примеры в литературе и не могли найти точного аналога, но заповедник имел то, чего нигде не встретишь в сухих строчках. Живую семью, в которой выборы, а не биология, стали решающим фактором. Кульминацией стала простая, но мощная мысль Хендрика. Семья – это те, кто учит, принимает, защищает и стоит рядом в трудные минуты. Это не всегда кровь, иногда это терпение, мужество и доверие. Когда кому-то из них угрожает опасность, то другой не задумывается о принадлежности по роду. Он просто действует. История 2 ротвейлеров и белого льва стала не только научным парадоксом, но и человеческим уроком. Когда люди видят в ней лишь сенсацию, они теряют суть. В мире еще возможно чудо. Там, где разные существа выбирают друг друга. Заповедник «Львиное сердце» сохранил эту семью. И Хендрик каждый вечер подходил к вольеру, гладил холодную гриву Атласа и шептал «Спасибо».
Лев в ответ обычно прижимал голову, будто говоря: «Мы одно». Прошли годы. Щенки выросли, некоторые уехали в другие службы, но память о том, как малое создание, забытое матерью, обрело новую жизнь благодаря выбору двух собак и человека, осталась неизменной. Атлас старел, его грива сидела, но глаза оставались такими же теплыми. Когда он в конце концов ушел в последний путь, Тор и Луна лежали рядом, а Хендрик держал записную книжку, наполненную строками о любви, и знал: мир стал немного лучше благодаря этой удивительной семье. И все это началось с малого, с крика в ночи, с решения одного человека нарушить правила ради жизни, с двух ротвейлеров, которые приняли чужого детеныша как своего. Иногда природа выдает нам уроки. Самые громкие происходят тихо в сердце саванны, где верность и нежность переплетаются так, что перестают иметь значение законы, что вынесла биология. Там остается лишь одно правило: любить значит защищать.